Добавляем в нашу сцену цилиндр, mesh цилиндр. И здесь в этом меню меняем количество вершин на 24 и тип заполнения на nothing, то есть ничего. И мы видим, да, что у нас с торцов от нашего цилиндра теперь пустота, то есть там ничего нет. Если мы по какой-то случайности до того, как поменять эти значения, ткнули мышкой где-нибудь здесь, как мы можем опять вернуть это и поменять эти значения? Клавиша F9 на наших клавиатурах спасет нас. И вот здесь мы можем опять вызвать это меню и поменять нужные нам значения. Переходим в объектный режим, увеличиваем, как нам нужно. Выделяем нижние вершины и клавиша S на наших клавиатурах. И сужаем нижнюю часть, придаем такую легкую форму нашей корзине. Масштабируем без использования каких-либо осей Y или X. Если мы нажмем Scale и при этом добавим какую-то ось, то у нас оно отмасштабируется не в круглом виде, а в таком овальном, то есть по отношению к какой-то оси. Поэтому не добавляем при масштабировании ось. Теперь добавим ребер, Ctrl-R и нажимаем сразу 11. То есть указываем, сколько ребер мы хотим добавить. Enter и еще раз Enter, чтобы закрепить местоположение наших ребер. Теперь добавим еще полигонов. Режим отображения плоскостей включаем, Faces. Здесь нажимаем и выбираем Poke Faces. И мы видим, что у нас добавились такие диагональные перекрестные ребра. Теперь давайте уберем лишнее, выделим парочку вот этих диагональных ребер. Переходим в режим отображения ребер. Извиняюсь. Выделяем пару ребер. Теперь Shift-G. И мы видим, что здесь у нас выбрать похожие. Select Similar. Или выделить похожие. Похожие по какому параметру? Мы выбираем Length. Похожие по длине. И мы видим, что у нас выбраны все диагональные ребра. Зажимаем Ctrl-I. То есть происходит такое обратное выделение. Выделяется все, что не было выделено. И теперь Ctrl-X. Удаляем все то, что нам не нужно. Какие-то артефакты у нас здесь получились, но ничего страшного, мы их можем удалить. Delete Edges делаем и видим, что в принципе все у нас теперь путем. Опять с помощью знакомого приема выделяем наши косые ребра. Переходим в режим отображения граней, фейсов. И нам нужно вдавить I и еще раз I. То есть два раза I, два раза Insert. Это означает, что нужно каждую отдельную грань вдавить. Enter. И теперь X в наших клавиатурах и удаляем грани. Вот такая у нас получилась корзина. Такая корзина получается.
Ну, здесь можно, конечно, доработать артефакты, которые у нас тут получились. Клавишей F. Ну, или с помощью выделения ребер. Выделяем 3 ребра, клавиша F, и заполняется. Опять же выделяем ребра, клавиша F, и заполняется. Здесь также клавиша F. Теперь выделяем нижние вершины и экструдируем и масштабируем слегка вовнутрь клавиши E и S. Теперь можно немножко поэкструдировать по оси Z вверх. И последнее, что мы сделаем с нашим дном, это заполним оставшуюся пустоту. А теперь в прозрачном режиме выделяем наши верхние вершины. В прозрачном режиме, напоминаю, чтобы отобразилось по всему периметру, а не только с ближайшей к нам стороны. И также клавиши E и S, и экструдируем только в этот раз чуть-чуть наружу. Смотрим. И теперь экструдируем по оси Z вниз, чтобы вот такая у нас окантовка вокруг ядра получилась. И теперь последний штрих. Добавляем модификаторы. Первый модификатор, который мы добавим, это будет модификатор Solidify. Вот в новом интерфейсе. Теперь попробуй его найди. Просто в поиске. Solidify. Вот, в принципе, этого достаточно. Еще один модификатор, который мы добавим, это Subdivision Surface. Subdivision Surface. Здесь сделаем примерно вот так, чтобы поокруглее было. Вот такая у нас вот получилась корзина.